Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители орхидей. Сегодня я хочу показать еще одну красавицу, целогину, которая меня расцвела. И это красавица Фалидота шинензис, то есть фалидота китайская. Фалидот вообще в мире около 30 штук. Обитают они от Китая вниз до Новой Гвинеи. И слово фалидота было выдумано, насколько я вычитала, Линдли. Вот, то есть названы они так были. А сама вот эта вот фалидота китайская была описана им же в 1847 году во всяких других источниках под другими авторами и под другими синонимами. Она была описана от 1862 и дальше, там 1865 и так далее. Ну, соответственно, название говорит само за себя. Место обитания конкретно этого растения, это этой фалидоты, то есть не этого растения, это Китай, Вьетнам, Бирма. Вот. И растет она на высотах от 500-600, и там где-то пишут 1700, где-то пишут 2500. Это литофит, это может быть и эпифитом, и может быть даже наземной орхидеей. Цветет, как вы видите, вот такой вот характерной гроздью с чередованием цветочков. И где-то я вычитала, что цветение может продолжаться до 6 месяцев. Я, честно говоря, ожидала, когда она полностью раскроется. Ну, вот этот вот цветочек уже начал у меня увядать, и я решила ее показать. Соответственно, возвращаясь вообще к этой фалидоте, да, и ее не конкретному растению, а вообще вот к фалидоте шинензис, соответственно, высота говорит нам о том, что это довольно тепло, вот, довольно сыро, да, не очень солнечно, то есть умеренное освещение или такое, ну, притенение. Вот, в принципе, любит кушать, но литофит ест немного. Если литофит наземная орхидея, соответственно, получает свое питание регулярно. Вот. И в период покоя много питания не требует. Пишут о том, что это растение очень хорошо приживается в домашней культуре, легкое и благодарное. Я пока что большого опыта с ней не имею. Она у меня 2,5 месяца, приехала в декабре, вот 2,5 месяца прожила и зацвела. Приехала с начатком цветоноса, очень долго он был в таком, ну, не без движения, в никаком виде. Листочки, правда, надо сказать, были все такие зелененькие-зелененькие, а сейчас у них на некоторых есть вот эти вот коричневые окончания. Это, я думаю, результат того, что когда батареи жарили максимально, может быть, я ее не доливала, потому что рекомендуют, когда она готовится цвести, поливать ее каждые 2 дня. Я, в принципе, так и делаю, потому что она стоит там, где у меня панель с блочниками, и я брызгаю их и брызгаю ее. Ну, вот видно, как она организована, да, то есть вот типичная целогина из-под бульбы. Видите, такой новый рост, вроде как с листочками, ну и с цветоносом. И судя по тому, что мы здесь видим, растение вот это вот имело уже опыт цветения. Видите, здесь тоже такой усохший цветонос. Эта целогина, соответственно, живет в том горшке, в котором приехала. Пишет, что корни у нее зеленые, могут фотосинтезировать. Ну, в общем, это, конечно, да, такой бонус у многих растений. Но фотосинтез корнями – это не самое главное при наличии листовых пластин. Главное, чтобы корни черпали воду и питательные вещества. И вот вы видите, старые корни, да, действительно где-то как-то освещались зеленоватые, а вот молодые корешочки от этого нового роста с цветоносом, они вот такие вот белые, очаровательные. Не пересаживала я эту целогину, во-первых, потому что здесь достаточно места для новых ростов в этом горшке. Вот. Во-вторых, видите, весь горшок оплетен корнями. Мне, конечно же, и корни-то действующие. И, конечно, мне было очень... Не хотелось просто так брать и лишать эту орхидею корней, как-то их отмачивать, повреждать растения, которые собираются цвести. Вот. Бессмысленно. Вот.
поэтому поливалась она у меня, опрыскивалась, ну, раз в 2 дня. Вот, видимо, когда я с этим уравнялась и с батареями, то вот она у меня начала цвести. Сначала появился этот первый цветочек, который уже отцвел, остальные были сомкнуты. И потом быстро-быстро она начала раскрываться. Где-то пишут, что она может цвести полгода, но вот не полгода. Наверное, неделя, 10 дней, может быть, вот от первого цветочка, который уже начал раскрываться вот до такого вот вида. И я решила, что это мне сигнал, пора ее заснять. Горшочек я перед съемкой пыталась отмыть как могла, но он не захотел отмываться. Вот, очевидно, это то, чем она когда-то там удобрялась, те самые соли, они так въелись как-то, в общем, в этот пластик, что просто отмываться тряпочкой за несколько раз не захотели. Ну и ладно. Вот. Значит, субстрат, в котором она сидит, насколько мы с вами видим, это кора. Субстрат рекомендуется такой хорошо проветриваемый. И здесь, в общем-то, кора такая средней фракции, как мы с вами видим. И я думаю, что вентиляции ей достаточно. Сидит она у меня, в принципе, вот сейчас для съемки этот ее горшок стоит на поддоне. А так сидит она у меня вот в этом вот дырчатой корзиночке. Горшок опускается в нее не до самого конца. Вот, поэтому там есть еще место, куда сливается водичка. Вот, и есть место корням подышать. Если ее приподнять, там есть немножко корней, которые вылезли из горшочка. Ну вот, давайте полюбуемся на эту мою красавицу. Обитательницу Юго-Восточной Азии, а теперь обычного городского подоконника, которая порадовала меня и тех, кто заглянул на мой канал своим цветением. Вот, на фоне этих очаровательных цветочков хочу поблагодарить вас за то, что вы к нам с Целагиной, с этой фосфолидотой заглянули. Хочу пожелать всем здоровья, мира, благополучия. И надеюсь увидеть и услышать вас снова. В ближайшее время я буду снимать видео, скорее всего, про свои башмаки, которые зацвели. Вот, есть у меня еще цветущий психопсис. Ну, в общем, предполагаю, что видео будут башмачные. Если вас это заинтересует, буду очень рада видеть вас снова на своей страничке. Пока-пока.